Добрый день, доброго времени суток, спасибо, что зашли на мой канал. Возможно, сегодня мой обзор для кого-то будет полезным. Кратко и четко. Итак, ботинки Кларкса, Riot Mid, относятся к ankle бутсам, чак или чука бутсам, да, ввиду того, что у них 3 люверса. Как правило, эти ботинки можно носить в casual стиле. Их можно носить с джинсами и их можно носить с брюками типа чиноса. Эти ботинки у меня уже порядка года, наверное, и я их достаточно активно эксплуатировал как в дождливое лето, так и осенью. Соответственно, они немножко поюзанные. Но, тем не менее, они сохранили достаточно хороший внешний вид. Единственный момент заключается в том, что изначально я использовал для обработки пропитку аэрозольную, но по некоторым причинам отказался от нее и решил проэкспериментировать с жирами. Соответственно, они были с парафином, и этот парафин при обработке он вышел наружу и начал образовывать такую недостаточно симпатичную, красивую патину. По сей причине придется все-таки эти ботинки мыть сидельным мылом или шампунем и заново обработать уже каким-то иным обувным лосьоном. Изначально этот цвет был такой достаточно желтый, в цвете тан, цвет ржи. Ботинки имеют носик миндалевидной формы, вытянутый. Соответственно, достаточно элегантно и красиво они смотрятся на ноге. Подошва достаточно тонкая, на мой взгляд, хотя это не зимние ботинки, а больше осенне-весенние, демисезонные. Половина резина, половина кожа, соответственно, каблук кожаный набивной. Я сходил к своему мастеру и сделал дополнительную набойку по причине того, что пятка у меня достаточно сильно стачивается при ходьбе. И для того, чтобы не задеть основную родную резину, я сделал такую небольшую профилактику, которую в дальнейшем сниму, поменяю просто-напросто набойку. Кожа, из которой изготовлена данная полупара обуви, скорее всего, из крупнорогатого скота. Толщина ориентировочно около миллиметра с небольшим. То есть она не такая толстая, но при всем при этом достаточно плотная. Используется также в данных ботинках приятная на ощупь, тонкая достаточно, очень подкладка и кожаная стелька. Она несъемная, к сожалению, не могу вам сегодня показать. И на пятке имеется небольшой такой мягонькая подушка. При всем при этом, вот благодаря, наверное, тому, что подошва достаточно такая прорезиненная, они, на мой взгляд, немножко жестковаты в плане ходьбы, и поэтому, если вы привыкли к кроссовкам, то они будут для вас жесткими, и рекомендуется все-таки носить дополнительную стельку. Прошиты они на 260-270 градусов тычком блейком, да? Соответственно, что касается водонепроницаемости, ну, в моем случае промокания не наблюдалось. Промокания обуви не наблюдалось. Я эксплуатировал их летом в дождь, в ненастную погоду, и осенью. В целом ботинки себя показали очень хорошо, очень удобные, очень приятные, комфортные в носке ботинки. Так, что касается размеров, да, мой размер 8,5, кроссовки USA,
либо, нет, пардон, либо 9,5 USA, либо 8,5 UK. Соответственно, я пошел вниз ровно на один размер и заказал ботинки в размере 7,5 UK, 8,5 US, либо 41,5 евро. При всем при этом стопа моя 27 сантиметров, и если вы посмотрите размерную сетку на Кларксов, то мне нужно было, наверное, заказать размер 9-9,5. Но, тем не менее, при данном конкретном размере у меня остается достаточное количество места для пальцев. Наверное, около 2-2,5 сантиметров, что достаточно комфортно и удобно при носке. Плюсом ко всему также на пятке данной обуви присутствует кожа, которая напоминает чем-то, то ли она вывернутая, либо чем-то напоминает, знаете, замшу. Благодаря этому пятка достаточно хорошо прилегает и не скользит. Она не натирает и волдыри не образовываются. Хорошее качество исполнения данной обуви. Стежки все ровные, нитки не торчат. Все качественно, хорошо и добротно сделано. Производятся они в Индии, как и большинство обуви Clarks. Поэтому в целом и коротко об этих ботинках. Возможно, что кому-то из вас этот обзор будет полезен. Благодарю вас. Спасибо за внимание. Всего доброго и хорошего дня.